Какие хищники представляют наибольшую опасность для дрессировщика? Как правильно вести себя даже с самым послушным крупным животным? Как даже самые маленькие изменения в погодных условиях могут повлиять на дрессированного хищника? Ответы на эти и многие другие вопросы вы узнаете в этом видео. Сегодня я расскажу вам о случаях, когда животные нападали на своих дрессировщиков. Домашний хищник. Ужасное событие произошло в небольшом поселке Песочный на окраине Питера. По поселку разлетелась новость о том, что из дома цирковой дрессировщицы сбежал огромный хищник. Медведь слонялся по улицам, получив свободу после того, как задрал свою хозяйку. Полиции пришлось развернуть целую операцию по поимке опасного зверя, чтобы избежать дальнейших жертв. Медведя выслеживали с крыш домов, а затем застрелили. Но этот медведь был не единственным подопечным дрессировщицы. Также на ее участке содержался еще один косолапый, которому повезло больше. Во время буйства своего сородича медведь мирно сидел в клетке и не пытался ни на кого напасть. Поэтому прибывшие на место происшествия полицейские только усыпили его с помощью транквилизатора. Но в клетке, где содержались животные, была обнаружена страшная находка. Тело погибшей от лапы подопечного дрессировщицы. Убитая была звездой цирка из известной династии запашных Симада Масляновых. Ее звали Альфия Маслянова, но она выступала под псевдонимом Алена. Женщина погибла в возрасте 50 лет. На арене цирка Алена в последние 10 лет выступала исключительно с мужем Максимом и теми самыми двумя медведями. По стопам родителей также пошел один из их трех сыновей. Он был эквилибристом в том же цирке. Но давайте разберемся, что могло произойти в тот злополучный день. Как опытная дрессировщица попалась под горячую лапу зверю, с которым работала всю жизнь. До работы со столь крупными хищниками Алена дрессировала енотов и собак. Предполагается, что в день трагедии Алена вошла в вольер к животным, чтобы их покормить, но что-то пошло не так. Другие цирковые артисты предполагают, что Алена могла повернуться к медведю спиной, чего делать никак нельзя. Или, возможно, на ней был новый, незнакомый косолапым запах. В целом, главной ошибкой Алены стало то, что она решилась зайти в вольер к хищникам, когда находилась на участке одна. Медведи считаются очень агрессивными и непредсказуемыми животными, которые не упустят шанса напасть на дрессировщика. Но Алена всегда верила в их доброту и хорошее отношение к людям. Несмотря на то, что даже в цирке, когда людей достаточно много, чтобы отогнать разбушевавшегося хищника, косолапые не упустят возможность броситься на ближайшую цель. Был случай, когда один из медведей Масляновых уже проявлял агрессию к члену их семьи. После представления в цирке медведя вели обратно в вольер. Неожиданно косолапый бросился на сына Алены, который в то время работал жонглером в цирке. Ребенку было всего 12 лет. Медведя удалось остановить. Максим Маслянов бросился на помощь сыну и принял основной удар на себя. Когда хищника удалось усмирить, отец и ребенок были доставлены в больницу с ранами, но не слишком масштабными. После этого нападения никаких мер в отношении медведей семья не предприняла. Представители семьи лишь отшучивались, что отделались только царапинами, и не стоит за это наказывать животное. Однако многие опытные дрессировщики склонялись к тому, что если медведь напал однажды, то обязательно нападет снова, и на этот раз жертва от него не уйдет. Так и вышло в этом трагическом случае. Цирк счастья. В Калужской области, в городе Обнинск, произошел резонансный случай. И главными героями этой истории снова выступают медведь и его дрессировщик. Только вот самое пугающее, что случай произошел прямо на арене цирка, жутко испугав всех зрителей. Шатер цирка был расположен на парковке торгового центра. Выступало множество артистов, и все шло хорошо. До момента, пока на арене не появился Олег Красов и его подопечная Джема. Ничего не предвещало беды, медведица послушно выполняла команды. И вот дошел черед до ее выступления на моноколесе. Начиналось все спокойно. Дрессировщик усадил медведицу на стул, помог ей поставить лапы на моноколесо. Медведица не выражала никаких признаков агрессии и проехала несколько метров. Но тут неожиданно животное соскочило со своего средства передвижения и бросилось на мужчину. Возможно, на агрессию ее побудило то, что дрессировщик повернулся к ней спиной и резво пошел по арене. Возможно, большая шумная толпа. Или душный воздух и усталость. А может, Джема просто была не в настроении выступать. В любом случае, хищница встала на четыре лапы, догнала Красова и свалила его на землю несколькими сильными ударами. Зрители в ужасе бросились прочь от арены, дети плакали от страха. А здесь нужно учесть, что никакого ограждения между артистами и зрителями не было. Но представителям цирка удалось быстро усмирить медведицу и увести ее со сцены. Олег Красов отделался легким испугом. Но представители цирка говорили об инциденте в нейтральном ключе. Они рассказали, что медведица лишь решила поиграть со своим дрессировщиком, так они делают очень часто. Администрации цирка удалось успокоить зрителей, и шоу продолжилось. Но страшно предположить, чем могло все закончиться, если бы им не удалось прекратить эту игру.
Жена спасла ему жизнь, На утреннем выступлении цирка в Сочи произошла трагедия. которая едва не обернулась смертью. На арене цирка выступали московские дрессировщики. Алексей Макаренко и его жена Ольга Борисова. Они показывали трюки со львами. Три хищника мирно слушали своих дрессировщиков и выполняли все, что от них требовалось. Но внезапно между двумя из них завязалась драка. Львы сцепились, а это на арене недопустимо. Алексей решил предпринять попытку успокоить хищников, но пока он был занят, на него напал третий лев. Он набросился на мужчину со спины и повалил на пол. Могло произойти самое страшное, если бы не смелость Ольги. Она бросилась на защиту мужа и успешно отбила его у взбесившегося зверя. Животных сразу усмирили с помощью водометов и шумовых гранат. Животные убежали в вольеры, а на арене погасили свет, чтобы тихо вывести с арены раненого Алексея. Для зрителей все выглядело как часть представления. Никто не испугался и ничего не заподозрил. Они проводили дрессировщика бурными аплодисментами, а о случившемся узнали из социальных сетей. Эдгар Запашный опубликовал видео, на котором видны следы зубов и когтей огромной кошки на теле Алексея. Дрессировщик подчеркнул, что львы отличаются от тигров. Если у первых начнется драка, то каждый из них захочет принять в ней участие, а дрессировщику стоит быть осторожнее, чтобы не попасть под горячую лапу зверя. Травмы не обернулись для Алексея серьезными последствиями, и уже через несколько часов он снова блистал на арене со своими подопечными. Важно отметить, что Алексей и раньше подвергался нападению львов. Во время репетиции одного из шоу на него набросился хищник. Но и тогда он отделался не слишком серьезными травмами. Мужчина вовремя обратился в больницу, и ему оказали своевременную помощь. Хотя врачи отметили, что если бы Алексей отложил поход в лечебное учреждение на день, то ситуация обернулась бы куда хуже. В случае, произошедшем на сочинской арене, Алексея спасла именно жена. Если бы не ее смелость, то мужчина мог серьезно пострадать или даже погибнуть. Сам артист никогда не отрицал этого факта и активно благодарил свою прекрасную спасительницу. Позже Алексей рассказал, что хищники могли повести себя так под влиянием погоды. Часто в дождливый период или в период высокой влажности львы оказываются в нестабильном состоянии. Также на них могла сильно повлиять жара и духота. В любом случае, Алексей не побоялся продолжать выступать с большими кошками даже сразу после происшествия. Более того, он довольно известен тем, что поставил рекорд. Во время выступления мужчина 14 раз опустил голову в пасть тигра. Так что его смелости и стойкости можно только позавидовать. Одна маленькая ошибка. В Гамбурге произошел еще более ужасающий случай, в котором одна оплошность дрессировщика чуть не стоила ему жизни. 28-летний Кристиан Вализер выступал на арене с шоу «Динер Зиркус». В этот момент с ним рядом находились 5 тигров, которые послушно выполняли все его команды. Представление шло по плану, все было спокойно, но тут произошло то, чего не ожидал никто, даже сам дрессировщик. Пока мужчина шагал по арене, его нога за что-то зацепилась, и он упал. Тигры сразу восприняли это как сигнал к действию. Группа из 3 хищников, они бросились на мужчину и начали его рвать. Сначала зрители даже не поняли, что происходящее не часть шоу. Они аплодировали Кристиану, воспринимая это как игру с тиграми. Но постепенно до зрителей дошло, что же на самом деле развернулось на арене. В этот момент хищники пытались нанести ранение мужчине в верхнюю часть тела. Во время борьбы за жизнь мужчина лишился части левой руки. Но сотрудники цирка среагировали быстро. Тигров удалось отогнать от мужчины при помощи водяных пушек и огнетушителей. После того, как разъяренные кошки отправились в вольер, дрессировщику бросился оказывать первую помощь врач. Он случайно оказался на выступлении, но благодаря его быстрой реакции Кристиан остался жив. Из-за потери части конечности у мужчины открылось сильное кровотечение, но доктор его остановил. После того, как мужчину доставили в больницу, шоу продолжилось дальше. Это закон цирка. Шоу всегда должно продолжаться. Единственное исключение — из программы убрали номер с тиграми. Однако директор цирка ясно обозначил свою позицию. Он не избавился от животных и не предпринял каких-либо мер. По его мнению, наказывать животных бесполезно и даже вредно. Ведь они не виноваты в произошедшем. В конце концов, они хищники. Более того, директор цирка сообщил, что надеется снова увидеть на арене Кристиана, даже несмотря на то, что тот потерял руку. Выступление на льду. Еще более страшный случай произошел во время репетиции перед выступлением труппы «Медведи на льду» из России. В Киргизии планировалось выступление цирковой труппы с медведями. Во время утренней репетиции перед шоу и произошли эти жуткие события. Сначала события развивались максимально спокойно, репетиция мирно шла по плану. Медведь вел себя хорошо, выполняя команды дрессировщика. Но после на него что-то нашло, и он бросился на дрессировщика, Евгения Попова. В момент репетиции на арене находилось всего 3 человека, один из которых бросился помогать. Это был ассистент Дмитрий Потапов.
Мужчине удалось помочь Попову, вот только за это он поплатился собственной жизнью. Хищник нанес Потапову травмы, из-за которых тот скончался по пути в больницу. Попова удалось отбить у разбушевавшегося хищника, а после врачи смогли спасти жизнь раненому дрессировщику. Сотрудники цирка предположили, что это произошло из-за плохой дрессировки животного. Медведь не был главной звездой шоу. Он являлся лишь запасным участником и оттого, возможно, не был привычен к дрессировке. Когда Евгений в очередной раз замахнулся на арене хлыстом, хищник вышел из себя и бросился на мужчину. Он так сильно разбушевался, что остановить его смогли только пули прибывших на помощь сотрудников полиции. После его тело было отправлено на исследование в ветеринарную клинику. Было необходимо установить, был ли болен медведь бешенством. Но версии произошедшего сильно разнятся от одного участника событий к другому. Один из возможных свидетелей говорит, что медведь успокоился сразу, как только порвал всех движущихся людей. После он прошел в свою клетку сам, там спокойно сел и ждал момента выхода на арену. Другой очевидец говорит, что медведь отправился бушевать дальше по коридорам цирка и пытался нападать на каждого, кого встречал, пока его не ликвидировали. А некоторые вообще говорят, что ничего подобного в том цирке никогда не происходило. После произошедшего шоу никто не отменил. Выступления проходили несколько дней и собирали аншлаги. Африканские львы. Несколько сотен жителей Перми пришли на утреннее цирковое представление. Звездами этого цирка были 7 львов и их дрессировщик со своим номером. Во время представления хищники ходили по перекладине по очереди. Все было отточено до мелочей. Животные знали все команды, выполняли программу без нареканий и слушались дрессировщика на репетициях и других представлениях. Но в тот день все пошло не так, как обычно. Во время выступления одна из львиц пошла не на свою тумбу, а на тумбу другого животного. Он воспринял ее жест как попытку нанести ему обиду. После этого он соскочил с тумбы и отправился к другому льву, с которым был очень дружен. И тут началось самое страшное. Хищник, получивший жалобу от сородича, спрыгнул с тумбы и пошел разбираться с обидчиком. Вот только за обидчика он принял не львицу, а дрессировщика Николая Сквирского. Мужчина испугался вдвойне, потому что в этот момент в клетке ему помогала его дочь Наталья. А лев тем временем злился все сильнее. Команды от Николая он больше не выполнял. Более того, отказывался покидать манеж. Тогда на помощь дрессировщикам пришел ассистент Сквирского, Энрике Анаев. Мужчина взял шумовой пистолет и вошел в клетку, вот только сделал он это слишком неосторожно. Энрике сильно наклонил голову, когда входил, и это не ускользнуло от внимания льва. Анаев пытался напугать хищника пистолетом, но тот лишь сильнее разозлился. Он мгновенно бросился на мужчину, пытаясь вцепиться ему в горло. Благо, у Энрике оказалась хорошая реакция. Мужчина успел прикрыть шею рукой, которая мгновенно угодила в пасть зверю. Однако всего через несколько секунд лев отступил. Видимо, он показал, кто хозяин на этой территории, и успокоился. Хищник проследовал к своей тумбе и спокойно там сел. А мужчине тут же оказали первую помощь. Сам Энрике был удивлен, что отделался так легко, ведь львы — стайные животные и всегда охотятся вместе. В такой ситуации на Энрике должны были броситься все пушистые артисты, но инцидент закончился, не успев даже начаться. Мужчину доставили в больницу с рваными ранами и переломом руки. Там ему наложили гипс. В остальном он был невредим. А представление в цирке продолжилось дальше. Зрители были напуганы выходкой царя зверей, но успокоились довольно быстро, сразу после того, как пострадавшего освободили из клетки. Дрессировщики отмечают, что львы берберийской породы — одни из самых агрессивных представителей своего вида. Никогда не знаешь, что может вывести его из себя. После происшествия Николай Сквирский отметил, что будет постепенно выводить эту породу львов из своего шоу. Тигры-шоу. Во время одного из представлений цирка на Цветном бульваре разыгралась кровавая драма. Дрессировщики Карина и Артур Багдасаровы выступали с представлением «Тигры-шоу». Выступление детей известного дрессировщика Михаила Багдасарова подходило к концу. Оставался лишь последний трюк — пирамида. Артур подошел к молодому тигру по кличке Цезарь и отдал ему команду к действию. Однако Цезарь воспринял происходящее не так благодушно, как хотелось бы дрессировщику. Животное схватилось лапой за руку Артура. Что побудило нападение тигра, неясно до сих пор. Возможно, он попытался отступить в этот момент, но зацепился задней лапой за клетку и запаниковал. Или он просто был в тот день не в настроении. А может, на него повлияла погода. В любом случае, хищник напал на Багдасарова. Он притянул его лапой к себе, а после свалил на пол. Далее тигр спрыгнул с тумбы и принялся катать мужчину по арене, кусая и царапая его. Запах крови, появившийся в этот момент, взволновал и других хищников. Карина изо всех сил пыталась отбить брата у озлобленного зверя, но тот никак не отступал. От верной смерти мужчину спас его отец, который вбежал на арену с шумовым пистолетом и разогнал тигров по клеткам.
Израненный дрессировщик нашел в себе силы подняться. Он даже попытался уйти с арены самостоятельно, но упал раньше, чем смог это сделать. Артура срочно доставили в больницу с тяжелейшими травмами. Там ему наложили более 100 швов, но состояние мужчины оказалось не таким плохим, как предполагали многие. После того, как отец Артура и его сестра немного пришли в себя, они продолжили представление. Уже вечером того же дня на арене выступал и тот самый Цезарь, который исправно выполнял все команды дрессировщиков, а Артура на арене цирка временно подменил отец. Вопреки тому, что вы могли подумать, Цезаря никак не наказали за его поведение. Более того, строгий выговор от своего отца получил пострадавший. Михаил Багдасаров напомнил сыну, что тот неправильно повел себя на арене. Подошел слишком близко к хищнику, от чего все и случилось именно так. И заключение. Сегодня мы с вами углубились в одну из самых спорных и шокирующих тем в мире дрессировки животных – нападение хищников на дрессировщиков. Несмотря на то, что взаимодействие человека с дикими животными может быть захватывающим, важно помнить о рисках и опасностях, связанных с этой практикой. Вы увидели, как непредсказуемо могут вести себя даже хорошо обученные хищники и какое влияние на их поведение оказывают стресс и инстинкты. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. Берегите себя. До скорых встреч.